Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим апрельский выпуск журнала Бурда. Апрель это уже более теплый месяц, и это, собственно, отразилось на моделях журнала. Краски обложки нежно-пастельные, что напоминает весеннее цветение. И журнал начинается со стильной коллекции, в которую собрали блузы и платья. Первая модель которой это вариация на тему платья-рубашки 117, размеры 36-44, 3 точки сложности. Здесь платье сшито из полиэстера. Совсем не классический крой, который обычно используют для таких платьев, чем оно и цепляет. Спущенное плечо, прям очень сильно спущенное плечо, широкие рукава снизу на резинке, спереди и сзади кокетка без плечевого шва, воротник-стойка, отрезная планка и небольшие разрезы в боковых швах снизу. Я бы добавила шлевки и пояс, чтобы можно было завязать пояс, в том числе и сзади, тем самым приталив платье, и носить расстегнутым в качестве верхнего слоя на топ, на брюки, к примеру. В общем, как пальто, как летнее пальто. А так можно взять ремешок по настроению, как тут, и носить как платье. Рядом сестричка этого платья рубашка 118 из хлопка. Размеры также 36-44. А вот точек сложности поубавилось, несмотря на то, что к стойке еще добавился отложной воротник. Я нашла у себя в арсенале очень похожую рубашку, тоже в апрельском номере за 2017 год. Там, правда, еще добавлены защипы по кокетке, но в целом выкройка очень похожая. Тут журнал распевает серенады вырезу Кармен. Здесь и блуза, и платье являются, собственно, родственниками друг другу по построению. Блуза 113 и платье 112 на размеры 36-44, и у них по 2 точки сложности. Обе модели сшиты из трикотажа, но таким моделям, думаю, пойдут любые струящиеся платиновые ткани. С блузой все понятно. С платьем все также понятно, плюс волан по низу. Конечно, таких выкроек было миллион, и журнал напоминает, что можно сшить и такое платье на будущий сезон. Хотя у себя я не нашла похожей выкройки, но будет мне в копилочку. Хотя я уже шила подобное платье. И стоит заметить, что вырез на резинке это не самый удобный вырез. Резинка все время стремится наверх и диктует свои правила поведения. Руки либо придется держать внизу, чтобы резинка не соскальзывала вверх, либо постоянно поправлять резинку. Но если, в принципе, отказаться от резинки и зафиксировать вот эту сборку обтачкой, к примеру, и еще добавить завязки по плечам, то платье станет более послушным, собственно, как и блузка. Еще платье и блуза по одной выкройке. Платье 109 из хлопка. Размеры 36-44, 3 точки сложности. Это платье полурубашка, если можно так выразиться. Несмотря на то, что все петли для пуговиц на платье полноценные, они пробиты, это не обманки, но платье все равно насквозь не расстегивается. Для удобства надевания и снимания предусмотрена здесь потайная молния в боковом шве. У платья спущенное плечо, совсем немножко спущенное плечо, и это надо учитывать, потому что оно спущено так, что визуально увеличивает объем вверху. Также изящный V-образный вырез по горловине, отложной воротник, короткие рукава и ненавязчивые защипы по талии, в которые прячутся нагрудные и талиевые выточки. Как и объемы по талии, если таковые имеются, можно тоже в эти защипы спрятать, как бы замаскировать. Здесь платье отлично подчеркнуло фигуру, и аккуратный поясок усилил этот эффект. Ну и смотрится оно совсем по-летнему. А вообще эта конструкция создает эффект заправленности в трусы. В хорошем понимании этого выражения. Единственное, что меня смущает, это вот такая поломанная линия планки. Мой мозг определяет это как дефект. Но это дело вкуса, конечно. Можно вообще отказаться от планки снизу и выкроить деталь без шва. Если нужно разрезы, можно сделать по боковым швам. А если убрать рукава, воротник и пуговицы и сшить его из однотонного атласа или атласа, то получится нарядное платье на выход. Что сказать про блузку? Блузки 110 добавили длинный рукав снизу на манжете, отказались от отложного воротника и заменили пуговицы на
пришивные кнопки. Принт выбрали довольно пестрый, поэтому блузка стала активным, ярким элементом образа. И вот тут как раз незаметно этой особенности в виде несимметричной планки. И на примере блузы можно понять, что отсутствие воротника и пуговиц добавляет благородства этой модели. Еще одна парочка: блуза 116 и платье 115 на размеры 34-42. 2 и 3 точки сложности. Поговорим, наверное, больше о платье, потому что блуза — это похожий упрощенный вариант. Платье с рукавом реглан, который по горловине имеет защипы, которые в свою очередь создают эффект воздушности и скрадывают ширину плеч. По низу рукав имеет плотную сборку и завершается манжетом с пуговицами. По горловине спереди небольшой разрез, который застегивается на пуговичку, обтянутой основной тканью. Горловина обработана косой бейкой. Собственно, это платье очень сильно похоже на платье, которое я собираюсь шить уже года 4, потому как в Бурде 3 2018 было нечто подобное, очень сильно подобное, хотя прошлое кроилось по косой и было гораздо шире к низу, но очень сильно похожи эти выкройки, еще раз повторюсь. Дальше идет мастер-класс по пошиву платья 112. Оно, конечно, не отличается сложностью, но вот мастер-класс имеется. Здесь креативные идеи по подготовке к Пасхе. В Германии она 17 апреля. Так, второй раздел журнала включает в себя модную коллекцию с романтичным акцентом на французский шик. Именно в эту подборку включили и детские модели размеров 116-140, то есть на таких уже более взрослых детей, так сказать. На этом развороте сразу два платья из воздушного муслина. Это платье 107 и платье 130. Платье 107 в размерах 36-44, 2 точки сложности. Платье прямого кроя с американской проймой, подчеркивающей изящные плечи. Нужно иметь в виду, что если плечи так выдающиеся, то такая пройма только усугубит положение. По округлой горловине заложены складки, в которых скрылись нагрудные выточки. Сзади по среднему шву небольшой разрез и застежка на пуговицу с воздушной петлей. По бокам разрезы для удобства, и акцентом тут является поясок, продетый в кулиску и завязывающийся опять же по бокам. Хотя это спорное решение, потому что может произвести обратный эффект, ведь пояс обычно используют для подчеркивания талии, а в данном варианте он как будто добавляет объема в этой области. Платье 130. Ах да, еще забыла сказать, горловина и пройма у платья 107 обработаны обтачкой. Платье 130 имеет 3 точки сложности, оно отрезное по талии, без каких-либо выточек. По юбке заложены симметричные складки. По окату рукава тоже заложена бандовая складка. Рукав 3/4 присборенный снизу. Сзади по среднему шву потайная молния. Из этой ткани, на мой взгляд, платье проигрывает. Эти складки по юбке висят как тряпочки. Хотя могли бы величаво заявить о себе, если сшить из хлопка, то будет совсем другой эффект. Дальше платье на невысокий рост 114, размеры 17-21, 3 точки сложности. Нежное, романтичное, отрезное по линии талии платье. Снова мелко заложены симметричные складки по талии, а по полочке сконструирован привлекающий внимание интересный узел, что как раз актуально на предстоящий сезон. Хочу сказать, что мы еще не раз встретим в этом выпуске модели с вот такими подобными узлами. Бурда откликнулась на этот тренд с огромным энтузиазмом. На самом деле, еще по техническим рисункам я узнала это платье. Я всегда начинаю рассматривать журнал с разворота с техническими рисунками, и еще там заметила знакомый узелок. Конечно, оно не 100% скопировано, а только сам узел, как на платье 118 из Бурды 1 2018. Еще у платья потайная молния, рукава крылышки и длина миди. На мой взгляд, интересно сыграла полоска в такой конструкции, хотя на однотоне этот узел тоже смотрится хорошо, я бы сказала, даже заметнее.
Ну и рядом платье для девочки 131, тоже из вискозы, 2 точки сложности. Такое платье можно сшить по любому поводу, от ночнушки до платья на праздник. И, собственно, из любой ткани, которая будет правильно себя вести при сбаривании. Следующий разворот. И тут меня сразу привлекла вот эта куртка из жаккарда, сшитая по выкройке классической джинсовой куртки. Не буду описывать технические характеристики, тут все предельно ясно. Хочу обратить внимание на посадку. Это довольно тесная модель, если отталкиваться от оверсайзного кроя, что радует. Длина чуть ниже талии, размеры 36-44, 3 точки сложности. И это как раз то, что я ждала. Давно хочу белую джинсовую куртку классического кроя по фигуре. Ну вот теперь появилась такая выкройка, прям идеально вписывающаяся в мое понимание джинсовой куртки. А пальто на девочку 129 сшито тоже из жаккарда, отрезное по линии талии с накладными карманами, лацканами и без воротника. Я пока не встречала девочек, которые бы носили весеннее пальто, но если захочется сшить своей дочке или какому-то ребенку, то тут такая выкройка есть. Далее юбка 104 из вискозы на кокетке с интересным элементом в виде узла снова и разрезом спереди. Размеры 36-44, 3 точки сложности. Юбка расклешенная к низу, и тут нужно учитывать, что эту модель юбки лучше носить либо с коротким верхом, либо верх заправлять в юбку, иначе узел может добавить с одной стороны объем по бедрам и исказить визуальное восприятие силуэта. А разрез можно сделать смелее, так как в этом году высокие разрезы как раз в тренде. Ну и рядом блуза 110, сшита уже из сирсакера, или как его еще называют, жатка, в мелкий цветочек. Получился совсем летний вариант. На следующей странице футболка 102, размеры 34-42, 2 точки сложности, сшита из вязаного, трикотажа. И вот когда я смотрела технические рисунки, она мне очень понравилась. Но когда я долистала до отшитого варианта, то засомневалась. С одной стороны, нравится мне вот такая конструкция рукава. С удовольствием разглядывала лекала. Очень интересные узелки. Я вам как раз показываю, как выглядят лекала. Но с другой стороны, они как будто не красят силуэт в целом. Получаются широкие объемные плечи. Хотя это может зависеть и от фактуры ткани. Может, если сшить из более тонкого трикотажа, то плечи не будут такими выдающимися. Ну, а так в целом удачно очень подобраны цвета в образе. Цвета и фактуры в образе. Еще один момент. Тут горловину скроили по косой, развернув полоски в другую сторону, что оказалось комплементарным в данном случае. Мне эта идея очень приглянулась. Здесь еще одна модель, которая мне нравится целиком и полностью, как джинсовая куртка. Кстати, она сюда в образ, вот в этот образ прям просится. Итак, сарафан 103 из сирсакера в актуальную сейчас клетку виши. Размеры 36-44, 2 точки сложности. Оно совсем ничем не обременено в пошиве. Идеальная выкройка для новичков, но тем не менее совсем непросто выглядит. Изящная за счет своих тонких завязок, воздушная благодаря ярусам на сборке и нежная из-за выбранного цвета ткани. К нему любая обувь подойдет, и даже без нее, собственно, без обуви сарафан будет отлично смотреться. Главное брать легкую, нежную ткань, которая не будет сильно тянуть вниз. Рядом блузочка на девочку 132. По выкройке предыдущего платья, уже с длинным рукавом на манжете. Стоит заметить, что тут разрез спереди слишком глубокий. Если учесть, что у него декоративная функция, то можно смело его укорачивать до нужной глубины. И на финальном развороте коллекции на тему французского шика фигурируют льняные брюки 111. Не совсем простые в пошиве. Тут и гульфик, и карманы с
подкройным бочком спереди, и прорезные карманы сзади, еще складки спереди. В общем, брюки на выходные, в смысле понадобятся выходные, чтобы их осилить, чтобы осилить этот пошив. Но они того стоят. Единственное, хочется еще пояс пришить для завершенности. И платье 105 или даже сарафан 105 спереди на пуговицах из хлопка с изящным рисунком. Размеры 34-44, 3 точки сложности. Очень крепко посажен по фигуре за счет рельефных швов и талиевых выточек. Отрезной по линии талии с юбкой трапеции длины миди. Очень удобные широкие цельнокроенные бретели, позволяющие надевать белье, если носить сарафан без рубашки. Кстати, можно вместо рубашки попробовать водолазку или гольф, тоже будет хорошо вместе смотреться. А ткань, конечно, можно взять хлопок, как тут. Джинс идеально впишется в эту выкройку, габардин, жаккард, трикотажный плотный жаккард. И лучше брать ткани с эластаном, чтобы ощущать себя комфортно в этом сарафане. Сразу же история пошива этого сарафана в картинках. Тут, кстати, лиф на подкладке, и есть подробное объяснение, как пришить подкладку к изделиям без рукавов. И вот мы дошли до звезды номера свадебного платья по ретро-лекалам. Вот оно, это платье, выкройка которого взята из майской бурды за 1957 год. Платье в стиле гламурного Голливуда из прошлого. Чтобы сшить такое платье, понадобится немало мастерства и кропотливости. Тут 4 точки сложности, размеры 34-44. И у меня закралось подозрение, что выкройку из прошлого взяли без изменения. Раньше фигуры были немного другие. Тонкая талия на фоне хорошо выраженной груди. Здесь на старой фотографии хорошо видно, как хорошо платье сидит на фигуре. А вот тут как будто бы в груди большое. Хотя линия талии плотно сидит. Ну или может быть это частный конкретный случай. Словом, платье такое, что нужно подгонять по фигуре, иначе теряется тот самый голливудский гламур. И ретро-кружево мне нравится намного больше. Оно сильнее заполненное узорами, это кружево, чем менее заполненное узорами кружево на сетке в новой версии. В общем, шикарная, но требовательная модель. Шаг влево, шаг вправо, и платье останется без вау-эффекта. Тут рядом немного про аксессуары, а дальше про немецкого дизайнера Кристину Фасбендер. И третья трендовая коллекция на тему простого кроя, если так можно перевести, easy tailoring. Но забегая вперед, сразу скажу, что модели не все простые в пошиве. Тут скорее видимость простоты, за которой скрывается мастерство и умение. Безусловно, каждый может сшить любую модель, стоит только приложить усилия. И тут мы видим юбку 104 из однотонной ткани с полиэстером. И вот здесь узел на бедре играет гораздо активнее свою роль, нежели из ткани с принтом в мелкий цветочек. Здесь ткань более стабильнее, что делает узел более заметным. Дальше белое платье из полиэстера 108, размеры 36-44, 2 точки сложности. Это та самая выкройка, по которой сшито длинное платье из муслина. И на мой взгляд, эта версия выглядит гораздо презентабельнее. Да и белое платье – это тренд наступающего сезона. И как завязаны завязки мне больше нравится, чем на том муслиновом платье. А вот еще раз модель 109, уже из хлопка пастельно-розового цвета, что меня больше цепляет. Яркие цвета, конечно, хорошо, но пастель это всегда про элегантность. Здесь, кстати, платье без ремешка, и наглядно видно, что платье самодостаточное. Аксессуары, конечно, здесь применимы, но и своей жизнью оно может вполне себе жить. Еще одна звезда этого номера лично для меня, мой личный фаворит, это платье 102 размеров 72-88. Когда рассматривала технические рисунки, обрадовалась платью-футляр с рельефными швами и длинным рукавом. Уже встречались, конечно, платья-футляры и не раз,
но то рукав отсутствует, то без рельефных швов, а тут звезды так сложились, что это еще и на высокий рост. Технически тут все предельно ясно. Рельефные швы, отрезное по линии талии, сзади молния и шлица. А изюминкой этого платья является полочка на запах, но я бы лично отказалась и от него, что совсем несложно сделать. Тогда оно будет совсем аскетичным и совсем молчаливым в образе. Особенно если шить нейтрального цвета, как тут. Это базовое платье, на которое можно надевать яркое пальто, фантазийный жакет, дополнять акцентными аксессуарами. Я шью свой гардероб сама и уже поняла, что нужно не только интересные вещи шить, база тоже очень нужна, чтобы потом эти самые интересные вещи было с чем носить. Ну и рядом футболка, мы ее уже все наблюдали ранее, из вязаного трикотажа, а тут она из однотонной кулирки. И в этом варианте уже не кажутся такими уж большими плечи, хотя сомнение осталось. Поза как-то совсем не раскрывает этот момент. Здесь еще раз рубашка, которую мы уже все видели, 118, из голубого хлопка с полиэстером. Заметила, что очень часто для пошива журнал использует смешанные ткани с полиэстером, а то и чистый полиэстер. Но это так, отступление. Следующая страница предлагает нам посмотреть на топ 106, к которому очень идет белый цвет и пуговицы из рога. Размеры 34-44, ну мы видели эту выкройку в качестве сарафана. Если сопоставить актуальность белых платьев и то, как выглядит топ в белом цвете, то возникает мысль шить по этой выкройке белый сарафан, хотя топ тоже очень нужная вещь. И рядом очередная звезда номера, двубортный жакет, или как тут написано, блейзер 119, размеры 36-44, 3 точки сложности. Прекрасный жакет, абсолютно актуальный на сегодня. В 11 выпуске за 2021 был похожий силуэт, но этот все-таки одерживает верх, если сравнивать их вот так наглядно. Хотя укороченные жакеты тоже в моде, но вот такой блейзер до середины бедра не сдает своих позиций, особенно приталенного кроя. Этот жакет любому образу придаст строгости за счет своих простых, четких линий. Острые лацканы, плечо, сидящее на месте, узкий, но достаточно свободный двушовный рукав, приталенный силуэт за счет рельефных швов, но и не без изысканности, чему свидетельствуют хлястики на рукавах, которые при необходимости сделают рукав короче, поэтому тут можно и с цветом подкладки помудрить. Сзади жакет не обременен шлицей, что упростит пошив, хотя нельзя назвать этот блейзер простым в пошиве, но миссия выполнима. А в дополнение к жакету из этой же ткани выполнили брюки по выкройке 111, которую мы уже встречали. Костюм в бежевом цвете с белыми кедами и футболкой выглядит более чем эстетично, ничего лишнего. Ах, ну и венчает это все широкий пояс, я забыла сказать, подчеркивающий женственность линий. Еще раз футболка 102 с другого ракурса. Вот, кстати, нужно учитывать, что в узких рукавах кардигана или жакета, ну или какой-то другой верхней одежды, этот узел по рукавам может мешать. Здесь примеры стилизации моделей из номера. Мне ближе всего вот этот, только без футболки и шарфика. И завершающая коллекция, это коллекция на размеры 44-52 на тему взрыва цвета для поднятия настроения. Тут у нас платье 122 из вискозы с ярким геометрическим принтом. 3 точки сложности, платье А-силуэта с вырезом каре по горловине, рельефными швами и декоративной отстрочкой по груди. Рукав 3/4 с оборкой по низу. Платье абсолютно многофункциональное, удобное. Но вот один всего момент смущает на фотографии, это плечо. На техническом рисунке плечо по размеру. А на фотографии оно приспущено. Но ощущение, что либо платье съехало, перекосившись, либо платье велико. Тут надо смотреть. Буйство красок продолжается и в жилетке 128 из смесовой ткани. 3 точки сложности у нее. Жилетка на кокетке по спинке, накладные карманы, поясок со шлевками и фигурные разрезы по бокам, обработанные обтачкой. Все это органично смотрится с застежкой на кнопках.
Жилетка без каких-либо выточек, что нужно учитывать при выборе этой модели. А смотреться она будет хорошо и с футболкой, и с водолазкой, и с блузой. Рядом брюки 126 с новой смесовой эластичной ткани. 3 точки сложности. Брюки по фигуре слегка расклешенные к низу. Спереди молния с гульфиком. Карманы в боковых швах, спереди и сзади выточки. Сейчас активно клеша занимают свое место в нашей жизни, и это модный ответ бурды в данном направлении. По этой выкройке можно также сшить и джогеры, отказавшись от выточек и добавив пояс на резинке. Дальше юбка, закрывающая колени 125, 3 точки сложности. Прямая юбка с закругленными разрезами по бокам. Спереди и сзади заложена по складке, которые имитируют шлицу. Приточной пояс, боковые карманы с подкройным бочком, молния спереди. Словом, все атрибуты джинсовой юбки и плюс накладные карманы с клапанами с отсылкой к брюкам карго. Удачно подобрали цвет и вписали в образ. Достойная модель будет отличным дополнением в гардероб на теплый сезон. Дальше туника 123. Повторяет линии платья 122 за исключением длины и рукава. Рукав удлинен и изящно собран на манжеты в виде завязок. И, кстати, заметила, что в этой коллекции много белого цвета. Бурда даже цветовые настроения передает нам с подиумов. И вот здесь рукав вполне себе, вернее плечо вполне себе сидит правильно в этом варианте. Так что, наверное, все-таки ранее плечо платья было просто съехавшим не туда. Рядом блуза из вискозы 127 сочного яблочного цвета. 3 точки сложности, нагрудные выточки, рукав 3/4 на манжете. Воротник стойка, суппатная застежка и 2 яруса оборок по низу определяют эту модель. Вот интересно, тут рукава сидят. Это вот поза или что-то не то с рукавами, с конструкцией рукавов? В целом выкройка интересная. Если добавить ярусов, то можно и платье сшить по этой выкройке. И еще один яркий элемент – это двубортный жакет из приятно розового букле 124. 3 точки сложности, широкий отложной воротник. На фоне сдержанных лацканов нагрудные выточки имеются, прорезные карманы с листочкой и слегка спущенное плечо. И что отрадно наблюдать, плечевые выточки сзади. Все-таки считаю нужная выточка, хотя часто вижу выкройки верхней одежды и без них. Здесь вот такой образ подобран на женщине очаровательного возраста, который показывает нам, что яркой можно быть в любом возрасте. Дальше обсуждение деталей кроя. Ну и, собственно, все. Вот он, анонс на май. Тут что-то дизайнерское интересное. Я даже нашла оригинал с подиума. Жилетка. Детская одежда будет на размеры 56-80. Совсем на малышей. В общем, в следующем месяце все увидим своими глазами. Надеюсь. Обязательно пишите свое мнение о выпуске, свои креативные идеи. Будем вдохновлять и поддерживать друг друга. Пока!